Друзья, всем привет, на связи как всегда Cloud Geo. Сегодня мы поговорим про новости различных NFT игр. Я скажу свое краткое мнение по поводу проекта Medium Rare Potato и еще много интересной информации будет тоже в этом видео. Ну а перед началом ролика по традиции хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации по поводу различных NFT проектов. Здесь я показываю, какие NFT я покупаю, какие продаю, сколько я зарабатываю и многое другое. Если вам все это интересно, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, здесь абсолютно все бесплатно, здесь нету випок, здесь нету каких-то платных прогнозов, здесь только мои мысли, которыми я делюсь со своими зрителями. Ссылочка на мой телеграм-канал будет в описании к этому ролику. Что ж, давайте приступим и начнем мы с проекта Medium Rare Potato. Эта игра наконец-то вышла, мы ее ждали. И я здесь не буду рассказывать какие-то стратегии или прям подробный обзор делать на вышедшую игру. Я просто поделюсь своим кратким мнением и отвечу на самые часто задаваемые вопросы мне в личку. Во-первых, кто-то пустил байку о том, что эта игра имеет механику Oracle. Мне несколько человек писали в личку и спрашивали, действительно ли это так. И возможно я кого-то разочарую, возможно кого-то обрадую, но Oracle здесь нету. Друзья, на платформе VAX не было еще ни одной игры с механикой Oracle, и я думаю, что на VAX эта механика появится еще очень-очень не скоро. Поэтому просто знайте, я понимаю, что кто-то любит Oracle, кто-то его не любит, но в этой игре Oracle нету. Следующее, что бросается в глаза, это то, что Medium Rare Potato занимает вторую строчку на Atomic Hub, и у нее есть все перспективы занять топ-1 место, потому что объем за 24 часа у Потатосов больше, чем у нынешнего лидера, и возможно в ближайшие дни так все это дело и произойдет. Но при этом объем продаж самого токена остается пока на очень низком уровне, и игра входит только в топ-20 игр по капитализации токена на бирже Alcoin, что не очень впечатляет, но я думаю, что эта ситуация тоже будет постепенно исправляться. Проект недавно запустился, и для того, чтобы здесь увеличить объем продаж токена, люди должны закупать NFT и участвовать как-то в игре, а они только сейчас начинают изучать механики и думать, заходить им в эту игру или нет. Поэтому эта ситуация поправима, собственно, как и курс токена. Возможно, в будущем он еще будет расти, но по моему личному мнению, мне кажется, что сейчас этой игре не хватает маркетинга. Дело в том, что все топовые проекты, они имеют определенные волны маркетинга, как это обычно говорят разработчики. То есть перед тем, как выйдет игра, они запускают первую волну маркетинга. Обычно это происходит перед дропами. Потом происходит вторая волна маркетинга. Это прям перед релизом игры. И после того, как игра релизнится, начинаются масштабные волны маркетинга для того, чтобы привлечь максимальное количество людей в эту игру. И сейчас мы видим, что Потатосы, к сожалению, в этом немножко запаздывают. Возможно, ситуация изменится, и если они грамотно проведут эти волны маркетинга, то тут будет глобальный памп. Ну, вернее, не глобальный даже, скорее локальный, но этот памп будет, и для тех ребят, кто сейчас вошел в эту игру, он принесет хорошие деньги и сократит время окупа. Касательно самой игры, здесь тоже есть нюансы, которыми я хотел бы поделиться с вами. И здесь есть плюсы для разработчиков и минусы для обычных пользователей. Объясню, с чем это связано. Все дело в том, что когда выходит какая-то фармилка, в которой мы можем зарабатывать токен, обычно пользователи заранее подстраивают свою стратегию и выбирают наилучшую стратегию, с которой они могут зарабатывать как можно больше токена и, следовательно, больше этого токена выводить с игры, что опускает цену на токен этого проекта. Тут ситуация сейчас немножко другая, и посчитать грамотную и самую лучшую стратегию не представляется возможным, потому что здесь есть некоторые нюансы, которые достаточно сложно просчитать. Это, к примеру, Dish Pool. Я думаю, кто изучал механику этой игры, знает, что вам нужно предугадать, какое блюдо меньше всего будет готовиться, и за него вы получите наибольшую сумму токенов, суммарно, грубо говоря. Не буду сейчас, опять же, выдаваться в подробности. И посчитать это достаточно сложно сейчас, поэтому выбрать наилучшую стратегию, которая будет приносить максимум токенов, большинство пользователей просто никак не может, и это на руку разработчикам. Потому что когда пользователи совершают ошибку, время игры, время жизни игры, оно увеличивается. Но когда все пользователи просчитали идеальную стратегию, и они могут глобально и много выводить токенов с этого проекта, это идет в минус разработчикам, и жизнь проекта намного сильно
уменьшается. Обычно эта проблема для пользователей решается созданием калькулятора, который показывает примерный окуп ваших вложений. И тут опять палка о двух концах. Если будет калькулятор, то людям будет видно, сколько они окупают свои вложения, и они будут сюда заходить. Но калькулятор также обычно показывает хорошую стратегию, которая позволяет выводить много токенов, и жизнь проекта будет сокращена. А сейчас калькулятора нету, и люди примерно не могут посчитать, какой окуп здесь. Они либо ленятся, либо не умеют этого делать, и поэтому сюда сейчас не так много народа идет, но при этом жизнь проекта не сокращается. Я не знаю, насколько актуально для вас делать отдельное еще одно видео по этой игре и рассказывать, что здесь и как делать, как лучше выбрать свою стратегию, потому что, в принципе, вы все сами можете посчитать, почитать белую бумагу, и там, собственно, все понятно. Поэтому, если вам это интересно, ставьте лайк, не знаю, пишите комментарии, возможно, сниму видео, а возможно и нет. Давайте сейчас пойдем дальше, у нас еще много тем для обсуждений. Не могу не затронуть тему глобального дампа на рынке, и падает абсолютно все, начиная от биткоина, заканчивая ваксом. Это, конечно, не очень приятная ситуация, но она случается, и вы должны были быть к этому готовы. Сейчас ваша задача сохранить то, что вы уже накопили, и это ни в коем случае не потерять. Сейчас этот дамп, он, конечно же, влияет на сферу GameFi и сферу NFT, и многие проекты сейчас просто не будут выходить, потому что в таком свете выходить им будет просто невыгодно. Но, тем не менее, я думаю, что в течение месяца, возможно, 2, ситуация поправится, и тогда уже проекты будут запускаться более охотно. Также хотел бы напомнить про сезонность. Я вам много раз об этом говорил на стриме и в своем телеграме писал, что сфера GameFi, сфера NFT, она имеет определенные сезоны, и сейчас как раз тот сезон, когда много проектов просто не может выходить. А если они и будут выходить, то они будут не очень качественные. Мы наблюдали это с вами в прошлом году, и поэтому сейчас лучшее решение, если вы хотите играть в какие-то NFT игры, это будет коллекционно-карточные, типа Splinterlands, Era 7, God Uncharted, вот что-то такое, что по факту не очень сильно зависит от рынка, а больше зависит от интереса пользователей. Такие игры будут жить долго, и они практически никогда не скамятся, поэтому если у вас есть лютое желание во что-то поиграть в сфере NFT, то этот выбор будет для вас наилучшим. CoinGecko выпустил статью, посвященную NFT и сфере GameFi, и здесь есть интереснейшие метрики, особенно для различных разработчиков. К примеру, здесь есть возрастные группы, которые чаще всего покупают NFT, и регионы, которые чаще всего покупают эти NFT. Лидирует у нас, конечно же, Азия, за ней идет Европа, потом Америка и потом Африка. Кроме того, здесь есть метрики, куда чаще всего инвестируют в сфере NFT. И на данный момент первое место занимает сфера GameFi и метавселенной. Потом у нас идет различные картинки, арт и прочее. То есть все-таки сейчас сфера GameFi, она является самой популярной в сфере NFT. И также здесь есть такая сноска, на что больше всего обращают внимание люди при инвестировании в NFT, и 42,2% отдали голос за то, что они смотрят на цену. То есть, если NFT стоит дешево, то, скорее всего, они ее купят. Если NFT стоит дорого, то, скорее всего, они ее покупать не будут. Также у нас здесь есть статистика по устройствам. 60% у нас лидирует персональный компьютер, 21% это мобильное устройство, и 18% это компьютер плюс мобильное устройство. Я думаю, что в ближайшие 2 года эта ситуация изменится, и мобильные устройства займут первенство здесь, потому что мы уже привыкли с вами, что в основном мы всегда пользуемся телефонами, и компьютеры как-то отходят на второй план. Я думаю, что в течение 2 лет эта ситуация изменится. Проект Wizardia начал 5-й раунд продаж своих NFT, и я хочу вам напомнить, что с каждым раундом цена на NFT будет расти. Я покупал все это дело в 3-м раунде и записывал видео, когда был 3-й раунд. Можете посмотреть на канале, есть более подробный обзор про эту игру. Там я рассказал, почему я решил сюда вложить свои деньги. Я купил здесь и NFT, и купил и токены, и более того, токены застейкал на 4 месяца. В общем, есть видео на канале, посмотрите, кто не знает. Об этом также я писал в своем телеграм-канале. Там я пишу каждый раунд, когда он заканчивается и когда начинается следующий.
Несмотря на то, что токен Trillium в проекте Alien Worlds продолжает падать, сейчас этим проектом стало интересоваться все больше и больше людей, и я заметил это даже по вопросам в личку. Все люди пишут и спрашивают по поводу бота на эту игру, хотят его купить и хотят как-то участвовать в этой игре, и связано это с тем, что разработчики проекта Alien Worlds выпустили новость о том, что они будут привлекать людей в свою команду для того, чтобы разрабатывать новые какие-то обновления для этого проекта, продвигать его, и что в этих обновлениях людям, которые будут над ними работать, им будут выплачиваться деньги в токене Trillium. Я писал об этом новость в своем телеграм-канале. Там планируется около 100 тысяч токенов Trillium выплачиваться тем ребятам, которые будут работать над этим проектом, и заявку может подать абсолютно каждый. Я думаю, там будут нужны не только какие-то разработчики, но и пиарщики, и модераторы, поэтому вы можете следить за новостями, и если вам нужна какая-то работа в сфере NFT, то это будет отличным вариантом для того, чтобы начать свою карьеру именно с проекта Alien Worlds. DapRadar опубликовал статью с 10 самыми большими NFT-портфелями среди знаменитостей, и здесь по-прежнему лидирует Snoop Dogg. Он уже достаточно давно интересуется сферой NFT, и я в своем телеграм-канале тоже много раз пишу новости про то, что Snoop Dogg там участвует в каких-то метавселенных и так далее. Самое удивительное то, что Гэри Ви находится на втором месте. Ранее он возглавлял топ, и у него были криптопанки там на огромные суммы денег. Он, я помню, купил криптопанка больше, чем за 12 миллионов долларов, и сейчас он опустился в этом рейтинге. Я, собственно, скорее всего, опубликую еще один пост по поводу портфелей знаменитостей. Я частенько это все публикую для того, чтобы вы понимали, насколько сфера NFT сейчас развивается и как она становится популярна. Также DapRadar опубликовал статью про Funny Cats. Это проект на Ваксе, и я его обсуждал с вами на своем стриме, на одном из своих стримах, и я оставлю ссылочку на эту статью, почитайте, возможно, это привлечет ваше внимание для будущих инвестиций. Сейчас же я бы не рекомендовал вам сюда заходить, но как ситуация на рынке поправится, то можно будет рассмотреть вариант входа в этот проект, потому что он имеет определенный потенциал. Также те, кто подписан на мой телеграм-канал, вы прекрасно знаете и видели мой анонс, в котором я рассказал, что я выбрал для себя долгоиграющую игру, в которую планирую зайти, и следующий стрим будет посвящен именно ей. Я в прямом эфире зайду в этот проект, начну в нем разбираться, развиваться и играть и рассказывать про него. Если у вас есть какие-то догадки о том, что это за игра, то напишите в комментарии, мне будет очень интересно почитать, возможно, кто-то даже это и угадает. На этом я буду с вами прощаться, надеюсь, это видео было вам полезно, поставьте ему лайк, если это так, и дизлайк, если оно вам не понравилось. Подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.